Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Шел 1957 год, и мы продолжали отстраивать мое великое государство. Буквально недавно я завоевала Неаполь у Цезаря, и после того, как мы снова наладили свои отношения, мир стал спокойнее и прекраснее. Монголия жалобно просила у меня прекращения союза с малийцами, однако на данный момент малийцы приносили мне больше пользы, чем вреда, и поэтому Монголия была культурно послана куда подальше. Мы обменяли артиллерию на медицину и, попрощавшись, ушли заниматься государственными делами. Артиллерия позволила нам открыть ракетостроение, а это было как раз кстати, так как я готовилась к следующему нападению. Дела шли как по маслу, однако мои силы понемногу заканчивались, так как я уже не успевала отслеживать все. Я наняла помощников, которые отвечали за каждую отрасль в моей великой и быстро разрастающейся стране. Таким образом, я делегировала обязанности и продолжала размышлять, как мне лучше завоевать мир. Моими усилиями мы достигли небывалых высот. Я была легендой всего мира 2 раза. Я отстраивала лучшие достопримечательности, и самые великие таланты рождались и рождаются только у меня. Моя армия изучала новые тактики ведения боя и имела самую лучшую боевую подготовку. Монголия пришла ко мне и предложила бананы в обмен на мой камень. У тебя что, нет своих камней? Ну ладно, бери. Теперь мы будем готовить жареные бананы, муссовый торт из бананов, банановое мороженое, банановые оладьи, банановый чизкейк, ну, в общем, вы поняли. Мы изучили радио. И в одно прекрасное утро она выходит из поезда на Нью-Йоркском вокзале. Ты знаешь, что ее спас рок-н-ролл? Оно открыло нам дорогу к СМИ, компьютерам и спутникам. Теперь я могу здороваться и общаться со всем народом, когда и где угодно. В Шанхае в это время строилась Эйфелева башня. В Гуанчжоу народ устроил мини-праздник по случаю их счастливой жизни. Все были сыты, довольны и отдыхали 3 дня и 3 ночи, так же, как и в Сиане. Я была счастлива, когда мой народ был счастлив. Это означало, что я все делаю правильно. Рузвельт пригласил меня к себе. Мы пили кофе и говорили о делах. Во время разговора мы решили обменяться мюзиклом на благовония. Мне не хватало в империи различного заморского искусства, и таким образом американцы теперь могут зажигать палочки-вонючки, а я буду наблюдать, как актеры будут скакать на сцене. Петр, как обычно, за свое. Малийцы его дико бесили, видимо, потому что на данный момент Мали является легендарным государством, а он так, моль в шкафу. Я молча прочитала первые 2 предложения в письме и выкинула его без зазрения совести. Почему он постоянно приходит ко мне? Иди к Рузвельту, он тебя приютит и может как-то наконец-то заткнет. Мой морской городок продолжал отстраивать военную оборону, которая была так важна для хрупких городов у воды. Таким образом, мы защищали себя как могли. Конечно, кто-то все-таки смог бы пробраться, однако здесь моя армия разносила любую крысу за 200 километров. В это время ко мне в кабинет прилетела отличная новость. Эйфелева башня достроилась. Эйфелева башня была построена в 1889 году. По сути, это достояние Франции лишь в высоте и в самой смотровой площадке наверху, откуда открывается чудесный вид на всю Францию. Уже какой год Эйфелева башня радует своих посетителей каждый день, а названа она была в честь конструктора Густава Эйфеля. Ко мне пожаловал сам Цезарь. Каждый раз, когда он приходил, мне казалось, что откроется дверь, из нее выйдет Цезарь и выстрелит прямо мне в лоб. Он решил обменять свою авиацию на мою медицину. Давай, отличная идея, учитывая, что эту же авиацию я применю против тебя. Авиация открыла для меня ракетостроение, которое в дальнейшем я, так сказать, активно буду использовать. Теперь я звезда. Манса также стоит на первом месте, и я не против, учитывая, что ходят так ко мне постоянно что-то выпрашивать. Вообще со статистикой интересная история. Я эдакий серый кардинал, который со всеми налаживает отношения и при этом прекрасно чувствует себя на втором и более поздних местах. И это не отменяет того факта, что я самая крутая из всех. Настало то время, которое все так ждали. Я объявила еще одну войну Цезарю, в которой собиралась сломить его дух полностью. Началась Великая война. Воины под командованием великой диктаторши и императрицы вышли на поле боя с Цезарем, дабы отстоять свое право за место под солнцем. Да, мне не очень-то хотелось этим заниматься, хотя кого я обманываю? Я почувствовала вкус победной крови на губах и решила, что теперь мне все по плечу. В первую очередь мы двинулись в Пизу. Я поставила на кон все, что у меня было, а именно все великие сооружения, которые строились столетиями. Весь мой народ находился в безопасности, однако я
я понимала, что как прежде уже не будет. Мы несли колоссальные потери. Цезарь хорошо подготовился к моему приходу и снабдил лучших воинов последними технологиями. Пока мы наступали, мои ученые изучили компьютер. Никогда не доверяй компьютеру, который не можешь выбросить из окна. Он позволял нам заниматься генетикой, оптоволокном и роботехникой, если мы выживем. Я перешла к изучению фашизма. Моих технологий и прогресса в военном деле не хватало на то, чтобы победить Цезаря. Я еще до конца не осознавала, какую же ошибку совершила, однако пока что мы могли биться. В это время, наконец, Петр решил стать нормальным человеком и предложил мне обмен. Он перестал что-либо требовать и решил обменять индустриализацию на мою авиацию. Манса предложил мне фашизм в обмен на компьютеры. Я согласилась. Индустриализация позволила мне в дальнейшем открывать алюминий и изучить пластмассу. Фашизм же открыл мне полицейское государство. В Пизу я отправила все. Танки, бомбардировщики, солдатов, всю военную технику, которая у меня только была. Я окружила этот город со всех сторон, однако он все равно не поддавался. В это время я также продолжала защищать Неаполь, который отбила в прошлом сражении. Спустя несколько месяцев мы все-таки отбили Пизу. Это была моя еще одна великая победа. Я составила мирный договор с Цезарем и на время залегла на дно. Мы отлично справились с поставленной задачей. Теперь у нас был не только Неаполь, а также Пиза. Мы зализывали раны и восстанавливали продовольствие. Народ снова стал счастливым и безмятежным. Мы больше не готовились к войне, мы хотели мира. Цезарь легко шел на контакт, несмотря на все, что я сделала. В этот раз бой был тяжелее предыдущего, и мы потеряли много солдат. Я слишком устала от всего, что происходит, хотя именно я создала весь этот ужас. Однако я была завоевателем и диктатором. Народ, который находился под моей властью, чувствовал себя намного лучше и становился более счастливым со временем. Да, это были необходимые меры, и в итоге они окупились. Мои владения становились все больше и больше, однако пока что никто ко мне в гости не приходил. Другие правители понимали, что до них тоже когда-нибудь дойдет. После каждой победы становилось тяжелее восстанавливать свои силы. Израненные солдаты еле-еле передвигались после такого тяжелого боя. Мы кинули все силы на постройку больницы, медсестры дежурили около солдат днем и ночью. Мои работники не дремли, они насчитали уже 10 миллионов человек в моей империи. Это был великий праздник, и мы опять праздновали 3 дня и 3 ночи. Все они снова запросили библиотеку. Я пристально изучала, какие же люди живут в таком чудесном городе, и поняла, что там появляются молодые таланты, которые хотят покорить мир. К счастью, в моей великой империи они могут себя реализовать. Терпения и воспитания Петра хватило только на 1 раз, и он снова принялся за старое. И опять молиться не давали ему покоя. Письма стали приходить как под копирку. Походу, он сделал сразу 100 копий, чтобы доставать меня каждый месяц на протяжении веков, пока я не иссохну. Мали предложили мне свободный рынок опять, и в этот раз я отказала. Мы изучили ракетостроение. Земля — колыбель разума. Но нельзя вечно жить в колыбели. Теперь нам открылись спутники. В дальнейшем мы принялись за изучение СМИ. Я хочу, чтобы у людей была полезная пропаганда, и мы будем активно говорить о здоровом образе жизни и позитивном настрое. Да, это будет делать та, которая нападает на своего соседа уже 2-й раз. В это время я не перестала делать военную технику, потому что я боюсь, 2-й налет на Цезаря не прошел для него уж слишком нейтрально. Он может объявить мне войну в любой момент. Монголия решила взять мои меха в обмен на красители. Да, пожалуйста, красители нам уж точно не помешают. Цезарь решил обменять рыбу на мою кукурузу, при том, что у меня морской город. Даже целых 2. Однако обстоятельства требовали от меня соглашаться на все, что он предлагает. Мы изучили СМИ, теперь мой народ будет слушать меня в любой точке земного шара. Мы сможем рассказывать о всех событиях на планете и показывать правильный образ жизни. Конечно же, умалчивая о моих завоевательных планах. Цезарь снова предложил открытые границы, и я согласилась. Пока я сидела в своем императорском кабинете, мне пришло интересное письмо от Рузвельта. Впервые за всю историю он решил меня о чем-то попросить. Он хотел, чтобы я прекратила сотрудничество с монголами, и, должна признаться, я не ожидала такого поворота. Теперь мне надо было придумать, как слить Рузвельта. Я нашла несколько приятных слов, чтобы снизить его тревогу и успокоить. Написав огромное письмо о том, что я пока что не могу этого сделать, я отправила данное письмо самой лучшей голубиной почтой. Мы изучили криогенику,
она позволяла в дальнейшем изучить генетику. Криогеника изучает и анализирует изменения веществ при слишком низкой температуре. И снова я полетела к Рузвельту пить чай. В процессе диалога мы решили обменяться моей криогеникой и его расщеплением атомов. Это довольно выгодная сделка, которая в будущем поможет мне изучить экологию и термоядерный синтез. Мали решила подарить мне пластмассу в обмен на криогенику, но я отказала. Монголия снова решила попробовать найти во мне союзника, а в Мали лицах врага, и снова была послана в далекие земли. Петр также неустанно спамил мне на личную почту. Хорошо, что у нас теперь есть компьютер, и я могу отправлять такие письма автоматически в бан. В это время мы достроили Голливуд. Сам Голливуд располагается в Лос-Анджелесе. Именно Говард Джонстон Уитли назвал Голливуд Голливудом в 1887 году. Тогда еще процветало сельское хозяйство, и никаких киностудий и в помине не было. Кстати, в Голливуде живет всего лишь 210 511 человек. Это не то чтобы город-миллионник. Тут нет и 500 тысяч человек. Именно как город Голливуд был зарегистрирован только лишь в 1903 году. Теперь Marvel, Miramax и 20 век Fox могут создавать здесь мои любимые киноленты, а мой обожаемый Клинт Иствуд создаст самый лучший фильм в моей жизни — «Мосты округа Мэдисон». Теперь уже Монголия предложила мне пластмассу взамен на криогенику, и в этот раз я согласилась. Мы изучили спутники, которые в дальнейшем позволят нам создавать оптоволокно. Рузвельт решил создать со мной оборонительный союз. В последнее время он предлагает интересные идеи. Видимо, готовится к дальнейшим военным действиям. Я согласилась. И тут же мы достроили проект Манхэттен. Теперь у меня появилось ядерное оружие. Проект Манхэттен был создан в 1942 году в США. Это кодовое название ядерного оружия, которое разрабатывалось под контролем Роберта Оппенгеймера и Лесли Грофса. Я продолжала создавать огромную армию, и при этом мне необходимо было держать все под контролем. И в это время мы достраиваем ООН, и это был самый активный период стройки за всю историю моей цивилизации. ООН, то есть Организация Объединенных Наций, была создана после Второй мировой войны, дабы объединить все народы и жить в мире и согласии. Штаб-квартира находится в США, а также дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби, это в Африке. Монголия решила взять у меня СМИ. Нет уж, дорогой, так дела не пойдут. Ты мне ничего не даешь взамен, поэтому сделки не будет. Пока мы наблюдали, как все собираются в здании ООН, я понимала, что мой конец уже близок, и теперь мне требовались новые тактики для достижения всеобщей власти и господства на этой планете.